Говорят, что если ты хотя бы раз побывал в Грузии, то непременно будешь возвращаться сюда вновь и вновь. И это абсолютная правда. Это мой 4-й раз в Грузии за последние 5 лет. Гамарджоба Сакартвела. Я скучала. Грузия – это страна, в которую можно приезжать бесконечное количество раз и каждый раз находить что-то новое, пробовать новые блюда, новые вина, попадать в ранее неизведанные закоулочки и каждый раз влюбляться вновь и вновь. Мы уже были во многих местах – Тбилиси, Мцхета, Сигнахи, Гудаури, Степансмида, Казбеги, Кумистави, Мартвелли, Оккаце, Ананури и другие места. Но в эту поездку мы планируем гулять только по Тбилиси. Так как основные достопримечательности города мы прошли и не раз, в этом выпуске будет просто лайф. Будем гулять, есть, пить и смотреть, что вокруг. В общем, смотри этот выпуск, если ты тот, кто хочет просто сменить обстановку и пожить жизнью города. В этот раз мы прилетели весной и попали в сезон дождей, но мы нисколько не расстроились, а наоборот даже обрадовались. Те, кто живет в Дубае, меня поймут. В Тбилиси огромное количество интересных мест, от современных до аутентичных. Много парков, скверов, достопримечательностей, кафе и ресторанов. Старую и новую часть города соединяет мост мира, который считается символом мира и единства. Здесь вы можете прогуляться, послушать уличных музыкантов и сделать красивые фото. Рядом с мостом находится парк Рики, а также воздушный шар, на котором вы можете подняться на 150 метров, чтобы полюбоваться панорамным видом на город с высоты. Кстати, интересный факт про название города. В дословном переводе с грузинского «Тбили» означает «теплый». Это место целебных серных источников, найденных грузинским царем Вахтангом I еще в V веке. По преданию, во время охоты царь ранил ястреба, пустив за добычу сокола. Обе птицы были найдены в термальном источнике невредимыми. А пораженный увиденным правитель решил построить на этом месте город Тбилиси. В Тбилиси вы можете не переживать за еду, потому что вкусно практически везде. В процентах 80 заведениях так точно. За все разы, сколько мы были тут, было буквально пару мест, где нам не понравилось. Интересно, что за последние 5 лет в Тбилиси увеличилось количество арабских ресторанов. Когда мы были в первый раз в Тбилиси в 2019 году, я удивлялась, что названия нескольких ресторанов в старой части города были написаны на грузинском, английском и арабском языках. Сейчас же арабскую вязь и арабские рестораны можно встретить в очень многих местах. Замечена ливанская кухня, йеменские рестораны и палестинские кафе. Но этого добра нам и в Дубае хватает. Поэтому мы зашли в первый попавшийся нам ресторан грузинской кухни под названием Old Time. Здравствуйте, самые лучшие томаты в мире. Божественно вкусно. Грузинская кухня, как всегда, божественно и прекрасно. Если вы собираетесь в Тбилиси, то я очень советую вам искать жилье именно на платформе Airbnb. В Тбилиси много классных отелей, но еще больше тут потрясающе красивых и стильных апартаментов на любой вкус и карман.
В эту поездку я потратила ровно 5 минут на поиск жилья, потому что как только я выставила нужные мне фильтры для поиска, я увидела эту квартиру и влюбилась. А чего долго думать? Нравится, по всем параметрам подходит, значит, надо брать. Утро в Тбилиси начинается не раньше 11 утра. Но если вы все-таки проснулись рано утром, то всегда можно позавтракать свежей выпечкой и кофе вот в таких ларьках. Одна из причин, по которой я так люблю Тбилиси, здесь можно много и долго гулять пешком. Даже маршрут не обязательно строить. Так, по пути на завтрак нам встретилась милая кофейня, а как раз к 12 мы пришли на завтрак в Лолиту. Это не грузинская кухня, скажем, не традиционная грузинская кухня, но место очень популярное. К слову, мой муж не любит все эти хайповые места и говорит, что в самых непримечательных с виду кафе гораздо вкуснее. Но попробовать надо. Для огонька глаз заказали еще и шампанское к завтраку. Еда, честно скажу, 4 с натяжкой, но красиво и есть тут свой вайб. На один раз можно сходить, но не более. А дальше мы решили подняться по канатной дороге к Черепашьему озеру. Это не такая живописная канатная дорога, как возле крепости Нарикала, но мы тут еще не были и решили исследовать, что же там есть и встретим ли мы там черепах. Мы шли, увидели станцию телефрика и Черепашье озеро. Решили, нам туда надо. Поднялись на канатной дороге, наверное, называется это так. Вышли оттуда и попали на озеро. Сейчас посмотрим, что тут есть и что тут делать. Что же делать на самом озере? Как вариант, покататься на катамаранах, покормить гусей, погулять, прокатиться на велосипедах, и, конечно же, посидеть в ресторанчике. А где же черепахи, спросите вы? Они тут были, но давно. Название озера произошло от обилия черепах, ранее обитавших в этих местах. Коль машину нормально не умею водить, может, вот лодку нормально буду водить. Yellow, move your head. Met your eyes, razor sharp, cutting through the crowd. I don't even want to know your name. I just wanna keep you to myself. Stay with me or leave me be. I want you all to bad. Сейчас расскажу секрет, как есть в Грузии все и не привезти лишних килограмм. Вы просто походите по горкам, по этим хилам, вверх-вниз, вверх-вниз. Я иду, мне прям капец жарко, прям очень жарко. Вместо джима. А после пешей тренировки, то есть прогулки, самое время восполнить все потраченные калории. Мы пришли в ресторан Ртвелли. Это место буквально очаровывает своей красотой, стилем и каким-то очень домашним уютом. Как вы уже догадались, мои фавориты грузинской кухни – это сыр, овощи, булки и винишко. Хачапури – это прекрасно, но я еще не ела хинкали в этот визит, поэтому заказываем именно их. Хинкали традиционно едят только руками.
Нужно взять мешочек за хвостик большим и указательным пальцами, слегка надкусить и маленькими глотками выпить весь бульон. После этого съедается сама оболочка из теста и начинка. Обычно это делается в несколько укусов, поскольку размер хинкали, как правило, довольно большой. Но мой вам совет – подождите немного, пока они остынут, потому что я обожглась, и у меня прям обожглись пальцы и язык, но все-таки я продолжала есть для видео. Это, кстати, очень вкусно. За этот день мы нашагали более чем 20 тысяч шагов и домой решили отправиться на такси. Кстати, интересно, что такси за последние 5 лет в Грузии очень сильно улучшились, скажем так. Машины стали новее, больше вариантов. Тут и Тойоты, и Лексусы, и все чисто, и водители, как всегда, просто душки. Расскажу вам историю про таксиста, который нас покорил. Это было не в этот раз, в предыдущий, но он остался у нас в памяти навсегда. Мы вызвали такси, как обычно. Приехал дедушка, грузин, который говорил пару слов на английском, но больше говорил на русском языке. И увидев, что у меня муж араб, он включил нам песню на арабском, которую мы никогда не слышали просто. И это был такой восторг. Он ехал, менял плейлисты, как-то с нами пытался коммуницировать, разговаривать, улыбался. Ощущение было полного восторга. Я хорошо помню, что мы оставили на чай там в несколько раз больше, чем стоила сама поездка. Но вот прошло уже несколько лет, а мы до сих пор его помним. Да и вообще в Грузии все таксисты очень милые. Неважно, будете ли вы вызывать такси в приложении, ловить на улице. У нас был опыт и такой, и ни разу, тьфу-тьфу-тьфу, нам не попался какой-то неадекватный водитель. Все супер милые, все супер душки. Мы так нашли гида-экскурсовода, мы просто брали такси на улице. Мы познакомились так несколько раз с классными людьми. Они рассказывали нам что-то про город, советовали, куда сходить. И вообще в целом очень такие образованные, душевные и приятные люди. Вечером мы отправились в соседний двор на одну из самых интересных достопримечательностей Тбилиси. Фабрика – это уникальное место, объединяющее отель, хостел, кафе, рестораны, бары и креативные пространства. Когда-то здесь была швейная фабрика, а сегодня это центр культурной и творческой жизни города. На территории фабрики много интересных заведений. Кафе, рестораны, бары, где можно попробовать местное пиво и коктейли. Фабрика также известна своими креативными пространствами, где проходят выставки, мастер-классы, концерты и культурные мероприятия. В общем, идеальное место для вдохновения и новых знакомств. В Грузии очень безопасно. И днем, и ночью ты чувствуешь себя абсолютно спокойно и безопасно. Официальные источники подтверждают это. Согласно рейтингу на основе данных Numbeo, Грузия занимает 4-е место среди самых безопасных стран Европы для туристов, гуляющих в одиночку ночью. Она уступает только Хорватии, Словении и Исландии. Замыкает пятерку Швейцария. Здесь действительно можно почувствовать себя в безопасности. Говорят, что местные не закрывают двери, что если ты перебрал вина, то можешь попросить полицейского отвезти тебя домой. Один поведет твою машину, а другой будет сопровождать. Не знаю, насколько это правда или городская легенда, но полицейских здесь не боятся, это факт. С Грузией я привожу не только классные воспоминания и пару лишних килограммов, но также супер классные фоточки. У меня здесь есть девочка, с которой мы познакомились в году в 19-м, наверное. И каждый раз, когда мы сюда приезжаем, каждый раз мы обязательно фотографируемся. Можно смело сказать, что семейный фотограф. Вот сегодня мы в очередной раз пофоткались, погуляли, посмеялись. А теперь идем есть, потому что мы еще не завтракавши. И нужно срочно восполнить силы и калории.
хачапури, мясе и винишки, конечно же. Вот идем в ресторанчик. Его сеть большая, очень много по всему городу. В прошлый раз мы жили прямо над ним. Вот туда же и идем. Довольные, счастливые поели вкусно, много, животы набили, что называется. Несомненный плюс и радость от этого места. Оно очень такое простенькое, внутри покрасивее, чем на улице, но мы туда не заходили сегодня. И очень недорогое. Мы заплатили около $30 за все, и за вино, и за еду. Короче, будете в Тбилиси, обязательно поешьте в этом месте. Вам понравится. I'm counting down, 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 I'm counting down. Так, мы зашли в магазин и решили, что нам нужно купить домашнего винца. На сегодня мы уже 10 тысяч шагов нашагали, даже больше. У нас еще полдня впереди, поэтому немного отдохнем. Надеюсь, дойдем до бань сегодня, но не точно. И мы взяли вот такого хлеба. Мы уже его поели по дороге прям сразу. Не горячий, правда, но интересный. Очень хрустящий, такой суховатый. А потом клубнички. Сейчас я ее помою. Вот такой вот красивый. Просто где тут у нас камера фокусируется. Красота. Пахнет обалденно. Прям как с грядки пахнет. И чуть-чуть мандаринчиков. Выглядит красивыми. Попробуем. Ну и главное, мы зашли в магазинчик и взяли разливного винца. Вот так вот просто. Бутылочки, как разливное пиво. Сейчас я это все помою, налью, нарежу, и мы пойдем на балкончик. Такие дела. Запомните этот винный магазин Wine Gallery, винная галерея. Невероятно красивый магазин, где можно продегустировать и купить вино, чачу и бренди. Это место не оставит вас равнодушным. На первом этаже находится сам магазин, а в погребе вина на разлив в огромных бочках, как на винном заводе. Винный погреб оформлен в традиционном грузинском стиле. Деревянные полки, каменные стены и уютное освещение, что создает какую-то киношную атмосферу. Здесь представлено множество видов вин, от классических грузинских сортов до редких и уникальных экземпляров. Мы идем восстанавливать хачапурный винный баланс в крови. Но для начала это прям такой... Забыла, как слово называется. Мощь. Целый квест, потому что мы вот так вот идем в гору. А квест, потому что этот ресторан достаточно непросто найти, но оно того стоит. Ресторан очень красивый, атмосферный, уютный, камерный. Здесь небольшое меню, есть хорошая винная карта и десерты. Советую обязательно добавить это место в список ресторанов, которые стоит посетить в Тбилиси. Грузия славится своей креативностью во многих аспектах жизни. И это заметно во всем, от еды до уличного искусства. В грузинской кухне креативность проявляется в удивительных сочетаниях вкусов и оригинальных рецептах. Грузины не боятся экспериментировать в стиле и одежде. В Тбилиси можно встретить как элегантные, так и смелые, эклектичные образы, сочетающие элементы традиционного и современного стиля. Граффити – это отдельная тема. Городские стены и подземные переходы Тбилиси украшены яркими и выразительными рисунками. Грузинские художники используют граффити как способ самовыражения и привнесения искусства в повседневную жизнь города. Их работы часто отражают историю, культуру и современные реалии страны. Творчество и оригинальность грузин видны буквально на каждом шагу, сочетая традиции с современностью и вдохновляя окружающих.
Необычным местом для вечернего времяпрепровождения может стать казино. В столице Грузии есть 3 казино, которые привлекли наше внимание. Это действительно интересный опыт, но ни в коем случае не пропагандирую. Посещайте такие места только если вы 100% уверены в том, что у вас нет проблем с азартом. А кто только что сходил в казино и выиграл денежку? А это я. Такая молодец, спортовая. Сегодня Тбилиси нас радует дождем. С утра прям был вообще очень такой классный дождик. Я вышла без очков, не взяла их с собой, потому что подумала, что не нужны. Но теперь вот светит солнышко и все еще капает. Дождик очень мелкий. И я иду щурясь, как слепой котенок. Но очень классная погода. Прям вообще обожать. Любовь. Much love. Вообще. В восторге, в кайфе, в любви от этого города. Завершающим местом нашего гастротура стало тар-да-дам, KFC. Да-да-да. Мы очень любим крылышки, прям очень сильно, но в Эмиратах они невкусные. И поэтому каждый раз, когда мы приезжаем в Грузию, мы обязательно в один из дней идем в торговый центр за KFC. Уж очень тут вкусные крылышки. На этом моя солнечная, красивая и вкусная Грузия заканчивается. Я вдыхаю напоследок этот вкусный воздух и оставляю вам еще пару мест, куда обязательно стоит сходить.